огромный привет! Меня зовут Алена, и я думаю, вы уже поняли, что сегодня мы будем с вами декорировать корзину, пасхальную корзину. Ее можно украсить не только на Пасху, но и на совершенно любой другой праздник, если вам это необходимо. Но и умом и сообразительностью я не отличусь, потому что мне кажется, что корзины искусственными цветами украшают уже очень-очень многие. Я лишь в своем видео хочу показать, как это делала я, как это клеила я и что вообще я использовала для своей корзины. Но каждый из вас может и выбирать совершенно любые материалы, которые он хочет использовать в своей работе. И также вы часто задаете мне вопрос, особенно в последнее время, где купить именно искусственные красивые цветы. В моем городе есть очень много строительных гипермаркетов, там есть отделы для садовода, там продается огромный выбор разнообразных искусственных цветов, также пластиковых веточек. И найти там можно очень много всего интересного. Это такие магазины, как Ома, Материк, Миля. Также, я думаю, и в каждом большом супермаркете есть отделы, где продаются искусственные цветы. В цветочных магазинах, я не знаю, мне кажется, они продаются везде, но на крайний случай, если у вас в городе нету таких магазинов, есть AliExpress, любые китайские сайты, где можно заказать искусственные цветы. Но единственное, я туда не заказывала, поэтому какие-либо ссылки на продавцов я дать просто-напросто не могу. Теперь давайте с вами приступать. Первое – это вот такие искусственные цветы. Они мне похожи на ранункулусы, но они отвратительно сделаны, поэтому будем их снимать с веточки и убирать лишнее. Лишнее – это чашелистик. Не знаю, зачем они так делают цветы, но смотрится оно просто отвратительно. Везде вылазит клей, поэтому я разбираю. Пластиковую штучку снизу я уже буду оставлять, так как мы будем вклеивать цветочек, и ее видно не будет. Но если бы я такие цветы использовала на какие-нибудь ободки, венки, то обязательно я бы его полностью разобрала и склеила заново, уже без вот этих пластиковых штук. В бутон, видимо, чашелистик добавить забыли, поэтому с ним делать ничего и не придется. Вот, подготовила цветы. Следующее у меня это веточка. Веточка у меня пластиковая, покупала я ее в моем городе есть строительный гипермаркет, называется Материк. Также, мне кажется, сейчас огромный выбор в магазинах, все для садовода. Там очень много разнообразных искусственных цветов и веточек. Нравятся мне сами ягодки, нравятся мне сами веточки. Единственное, что при использовании таких веточек я всегда их разбираю на части. И обязательно используйте кусачки. Не портите ножницы. Кусачками проволоку перерезать быстро, и ножницы ваши останутся целыми. Пару веточек гортензии, тоже искусственные цветы, декоративные яйца, которые покупала в магазине, и сахарные ягодки. Не знаю, буду их еще использовать в конце или нет, но подобрала по цвету. И само кружево. Шириной у меня приблизительно 2,5 см, такого красивого кремового оттенка. Я подумала, что белый цвет сюда будет не очень красиво смотреться, поэтому кремовый. Купила я ленты 1,5 метра, и мне ее хватило. Ну и сама корзина. Конечно, я бы корзину покрасила в белый цвет, но это же корзина мамы, поэтому оставляем так, как есть. И буду приклеивать. Я приклеиваю с одной стороны кружево на ручку и закрепляю его с другой стороны. По всему периметру я клеить не буду, потому что, возможно, впоследствии мама решит корзину использовать как-то по-иному и снимет весь декор. Также из кружева делаю вот такие штучки. Очень нравится, когда они вылазят из работы, из-под цветов, служат такой подложкой и красивым дополнением. Приклеиваю. И что самое важное, я буду приклеивать все декоративные элементы, стараться только на ленту. Я буду стараться на корзину не наносить клей. Как я уже сказала, если в будущем ее захотят разобрать, то это будет делать очень-очень удобно. И мы не портим саму корзину, поэтому вы изначально должны понимать, будет у вас корзина использоваться только для Пасхи, или же вам она понадобится еще для чего-то. Приклеили кружево и начинаем заполнять цветами, начиная с самых больших, заканчивая самыми маленькими. Приклеиваю все аккуратненько на саму ленту.
В самом конце добавляем самыми мелкими ягодками, смотрим, или все у нас хорошо держится, где-то между собой склеиваю даже цветы, чтобы оно у нас не разваливалось и держалось крепко. И на этом моя корзина будет готова. Вовнутрь остается положить только или сизаль, или же бумажную или деревянную стружку, чтобы сделать вид гнезда, и положить туда уже крашеные яйца. Ну а вы обязательно напишите в комментариях, какие работы вы делаете на этот праздник. Возможно, вы украшаете не только корзины, а как-то по-особенному украшаете свой дом. Мне было бы очень интересно почитать. Также, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. До новых встреч. Пока-пока!